Это история о простом парне из небольшого сибирского города, который однажды поверил в себя. Против троих! Рамзес против всей планеты дерется! Рамзес, БКБ! ТПАО! Как он это сделал? Он полюбил доту и посвятил ей все свое время. Если говорить про людей, меня вдохновляет Дэнди. Я смотрел все его игры. Да, проигрыши бывают, но не стоит убиваться, нужно двигаться дальше. Могу пару дней посидеть с плохим настроением, но потом оно станет лучше. И помни, мечты сбываются. Ты главное верь. Верь. Роман родился 25 апреля 1999 года в Новокузнецке в обычной семье. Как и у большинства ребят в то время, дома у него не было собственного компьютера, поэтому был выбор между просмотром телевизора и компьютерным клубом. И Рома выбирал компьютерный клуб. Обычно после школы Рома часто ходил туда. Там Рамзес впервые попробовал Counter-Strike, Warcraft 3 и саму доту. В 11 лет он получил первые призовые в размере 1000 рублей. Это был местный турнир между городскими ребятами в клубе Новокузнецка. Полученные деньги он, конечно же, потратил на то, чтобы продолжить игру в компьютерном клубе. В том же году мама Романа взяла кредит и купила ему компьютер. Она всегда поддерживала его и давала свободу выбора. У них были хорошие отношения. Она не такой родитель, который скажет: «Ты много играешь, сейчас отключу тебе интернет», вспоминает Роман. После выхода Dota 2 друг подарил Роме желанный инвайт, после чего он, по собственному признанию, перестал выходить из дома. Да, бывало, что Рамзес прогуливал и школу. Но он не стал попросту протирать штаны, сидя у монитора, а искал возможности соревноваться. В 14 лет он посетил LAN-турнир, который проходил в Новосибирске, и занял с командой второе место. Горечь того поражения только подогрела его страсть к большим победам. На следующем турнире Рамзес 666 стал лучшим в составе команды, который получил за победу уже 25 тысяч рублей. Пятая часть этих денег досталась Роману. Он много участвовал в соревнованиях в составе любительских команд, но в 2014 году все изменилось. Вступив в ряды команды Scary Faces, Рома впервые засветился на профессиональной сцене. Здесь же Рамзесу начали платить настоящую зарплату – $250 в месяц. Кстати, через эту команду прошло много известных игроков: Генерал, Арзик, Экнард, Ахмо, Артстайл, Шадовех и, конечно, сам Рамзес. Спустя полгода он продолжил путь киберспортсмена в составе Kiss Regex, куда его пригласили из-за его хорошей игры. Теперь этот тег всем известен под названием Team Spirit. В составе помимо Рамзеса были Айсберг, Afterlife, Always Wanna Fly и Габлак в роли капитана. В том же году Рамзес окончил школу и принял решение уйти после 9 класса и полностью посвятить себя киберспорту. Но оставалась нерешенная еще одна проблема – высокий пинг. Из родного города я не мог нормально лететь куда-то. У нас было всего 2 неудобных рейса, один из которых в 8 утра. Лететь всегда приходилось через Москву, а это уже минимум 5 часов. Тяжело. Плюс Новосибирский был лучший провайдер и не такой пинг. После переезда я продолжил тратить основное время на доту, вспоминает Роман. О тогдашних заработках Рамзес говорил: если бы случайно люди на улице узнали, какая у меня зарплата, наверное, удивились бы. Деньги, которые Рамзес заработал собственным трудом и упорством, были и вправду впечатляющими. Ведь он купил собственную квартиру в Новосибирске в 18 лет. Под знаменами Team Spirit Роман провел 3 месяца. Команда даже квалифицировалась на шанхайский мейджор, но выступление было неудачным, и Рамзес принял решение покинуть состав. Следующей командой Рамзеса стала Team Empire. В составе играли Рамзес, Скандал в роли капитана, Afterlife, Мипошка и Кингер. К сожалению, состав не заиграл, а последней каплей стало поражение на квалификациях к International 2016. Но как это всегда бывает, нет худа без добра. И в августе 2016 года Рамзес получает приглашение в команду Virtus.pro. Соло в роли капитана, Нун, Япаша, Лил и Рамзес 666. Тогда еще никто не предполагал, что именно этот состав ознаменует собой начало новой эпохи в СНГ дота-сцене. Уже через месяц Virtus.pro побеждает на турнире BTS Europe 4. Новоиспеченная команда из СНГ начинает проходить квалификации на все турниры один за другим. Beyond the Summit 6 и Dota Pit League 5-го сезона, Boston Major и ESL One. В ноябре 2016 года команда занимает второе место на турнире Dream League 6-го сезона. Еще через 2 недели команда
выигрывает турнир Summit 6, который проходил в Лос-Анджелесе. Это была первая победа на крупном турнире для нового состава. Роман и его команда играли очень уверенно, и все замерли в ожидании заключительного турнира 2016 года. И это был бостонский мейджор. Команда Virtus.pro уверенно начала свое выступление в групповой стадии. Они выиграли все 4 игры. В первой стадии плей-офф они встретили IG Vitality и выиграли их со счетом 2-0. Во втором раунде Роман и его команда встретили злых гениев, и там Virtus.pro потерпела поражение со счетом 2-0 и вылетела из турнира, так как в этом турнире не было нижней сетки. А потом все. 3-4 место на SL1, 5-6 место на Dota Pit 5 сезона и поражение на квалификациях на знаменитый DAC 2017 года. То поражение от ЕГЭ, казалось, запустило эффект домино. В комментариях на форумах в то время команду активно поливали грязью, и казалось, все будет как всегда: скандалы, интриги и дисбанд. Но Роман и его команда Virtus.pro продолжили движение вперед, несмотря ни на что. За следующие 2 года Роман Рамзес Кушнарев вместе с командой Virtus.pro выиграл Кубок России по киберспорту, Dota Summit 7, ESL One 2017 года в Гамбурге, Dota Summit 8, ESL One в Катовице, Бухарест Мейджор, ESL One в Бирмингеме, Maincast Autumn Brawl, Адреналин Киберлигу и Куала-Лумпур Мейджор. Кроме того, Роман вместе с Virtus.pro занял вторые места на китайском супермейджоре Чунцин Мейджоре Dream League 11 сезона, третье место на турнирах MDL 2018 года в Макао, на DAC 2018 года, ESL One 2018 года в Гамбурге, MDL 2019 года в Макао и на Эпицентр Мейджоре. Также Рамзес вместе с Virtus.pro дважды занимал 5-6 место на главном турнире в году, на Интернешнале. Но у каждой истории есть свое завершение. И в сентябре 2019 года стало известно, что Рамзес продолжит свой путь в команде Evil Geniuses. «Спасибо, Соло, Нун, я Паша и Роджер, я люблю вас, парни», написал Роман напоследок. Всего за команду Virtus.pro Рамзес провел 681 матч, процент побед при этом 66%, а среднее соотношение КДА, убийств, смертей и ассистов невероятный 5,92. Конечно, теперь Рома выступает в Северной Америке, вдали от дома и на другой роли, но Рамзес оставил свой след в истории СНГ Дота сцены как сильный и стабильный керри-игрок своего времени. И помни, мечты сбываются. Ты главное верь, верь.